Всем привет и добро пожаловать на канал «Оружие от А до Я», где рассказываю про оружие из разных эпох, его влияние с интересными фактами, о которых вы, возможно, не знали. В этом ролике мы поговорим про влияние пушек на корабли и морские сражения. Какими были сражения до появления пушек, как пушка меняла судьбы людей, как один инженер изменил флот навсегда. Все это вы узнаете, досмотрев ролик до конца. 19 июля 1545 года. Пролив Солент, южный берег Англии. Король Генрих VIII обедает в замке Саутси и смотрит в окно на свой флот. Прямо перед ним на воде его любимый корабль «Мэри Роуз». 34 года на службе, сотни пушек, гордость английского флота. Она идет в бой против французов, разворачивается бортом, чтобы дать второй залп, и вдруг медленно заваливается на бок. Капитан Джордж Кэррью что-то кричит капитану соседнего корабля. По одной из версий жалуется, что не может справиться с собственной командой. Через несколько секунд его уже не слышно. Мэри Роуз тонет за 6 минут. Она не успевает сделать ни одного выстрела в этом развороте. На борту было до 500 человек. Выжили 34. Ты думаешь, дело в вражеском ядре? В пробоине? В разгроме в бою? Нет. Мэри Роуз потопила не французская армия, ее потопило собственное оружие. Вот в чем вопрос всего выпуска. Одна и та же вещь сделала этот корабль сильнейшей машиной смерти на планете, и она же стала его ахиллесовой пятой. Ни поломка, ни случайность. Сама суть того, что делала корабль опасным и стала причиной его гибели. Как так вышло? Разберем это на людях. Солдате, который потерял руку и стал одним из величайших писателей в истории. Инженере, построившем военный корабль за 100 дней наспор, и капитане, который выиграл величайшую битву эпохи, уже умирая на собственной палубе. Поехали. Чтобы понять, что изменила пушка, нужно понять, как воевали на море до нее. Забудь про дуэль на расстоянии. До пушек морской бой – это драка в упор. Две галеры идут друг на друга, весла ломаются как спички. Люди прыгают на чужую палубу с топорами и крюками. Побеждает не тот, у кого лучше корабль, а тот, кто сильнее машет оружием. Представь гребца по имени, скажем, Джованни. Осужденный или раб, прикованный цепью к своей скамье в трюме галеры. Он не видит боя, не выбирает сторону, не может бежать. Весь его мир – ритм барабана и весло в руках. Если вражеский таран разобьет борт рядом с ним, он утонет прикованным, даже ни разу не подняв оружие. При этом у солдата наверху еще был шанс увидеть врага, среагировать, ударить первым. В этой войне еще можно было умереть героем, а не просто исчезнуть заодно с кораблем. А теперь смотри, что сделала пушка. Она отняла именно этот шанс. Враг мог потопить тебя раньше, чем ты его вообще увидишь. Причем потопить не тебя лично, а сразу весь корабль, вместе с сотней таких же, как ты. И вот новая проблема, из которой все вырастет. Если пушку можно поставить на корабль, то как воткнуть тяжеленную железную трубу в деревянный корпус, который и без того еле держится на плаву, и не утопить его самому? Первые морские пушки просто ставили сверху, на открытую палубу. Работало плохо, корабль становился тяжелым и неповоротливым, а сами пушки стреляли редко и куда попало. Решение было гениальным и смертельно опасным одновременно. Прорезать дыры прямо в борту, ниже верхних палуб, и поставить туда пушки на тяжелых лафетах. Так родились пушечные порты, квадратные окна, которые превратили борт корабля в стену с бойницами. Мэри Роуз была одним из первых крупных кораблей, построенных именно по этой идее. Внутри не просто судно с парусами, а настоящий механизм. Одна команда подносит порох, другая катит ядро, третья наводит ствол. А незадолго до гибели корабль прошел ремонт, во время которого на него поставили еще больше орудий. Вот в чем подвох. Нижние пушечные порты у Мэри Роуз находились примерно в метре над водой. Нормально, пока корабль стоит ровно. Но стоило ей резко развернуться для второго залпа, как она накренилась. Порты ушли под воду, и в трюм хлынуло море. Ты думаешь, гибель Мэри Роуз – загадка на века? На самом деле причина довольно приземленная. Слишком много пушек, слишком высокий центр тяжести, открытые порты у самой воды и один неудачный порыв ветра во время разворота. И вот главная мысль. Пушка – не просто оружие. Она заставляет тебя держать дыру в собственном борту у самой воды постоянно. Чем больше огневой мощи ты хочешь, тем ближе эта дыра к тому, чтобы стать линией, за которой тебя уже никто не спасет. Пушкой ты ломаешь стену неприятеля, а на своем корабле ты живешь в одном шаге от того, чтобы утопить самого себя. С инженерией разобрались, но чертежи — это одно. А что эта штука делает с людьми, когда чертежи встречаются с боем?
Тут не три отдельные истории, это одна лестница. На каждой ступени пушка отнимает у человека что-то еще, чего она не отнимала на предыдущей. Итак, давай те же скорее по ней подниматься. Ступень первая. Пушка отнимает у солдата шанс на подвиг 7 октября 1571 года, Лепанто, у греческих берегов. Сходятся два гигантских флота – Османская империя и Священная лига христианских государств. На борту галеры Маркеза 24-летний испанский солдат по имени Мигель. У него сильная лихорадка, врач советует остаться внизу, в лазарете. Он отказывается, просит дать ему командование маленьким отрядом на шлюпке и идет в самую гущу боя. В этот день он получит 3 ранения, 2 в грудь и 1 в руку. Рука после этого больше никогда не будет работать. Тот самый Мигель де Сервантес. Через 30 с лишним лет он напишет «Дон Кихота», один из самых знаменитых романов в истории литературы. Сам он потом говорил, что гордится этой раной больше, чем всей своей прозой, и всю жизнь носил прозвище «Однорукий из Лепанто». Ты думаешь, это просто трагическая случайность войны? На самом деле Сервантес стал калекой ровно в тот момент, когда старая тактика абордажа встретилась с новой корабельной артиллерией. Венецианские галеасы, тяжелые гибриды галеры и артиллерийского корабля, открыли огонь по османским галерам еще до того, как те успели подойти на дистанцию абордажа. Османы шли в бой по старым правилам, венецианцы уже играли по-новому. Цену этому новому правилу заплатила рука одного конкретного солдата, который потом создал одну из главных книг человечества. Заметь, что здесь произошло. Пушка еще не решила исход всей битвы. Лепанто выиграла коалиция, а не одна артиллерия. Но она уже начала решать, кто именно доживет до абордажа, а кто нет. Это еще не конец Старого мира. Это первая трещина в нем. Ступень вторая. Пушка отнимает у целой армии смысл ее храбрости. Идем на 17 лет вперед. 1588 год. Испания отправляет против Англии огромный флот, чтобы открыть дорогу вторжению. Расчет старый – подойти вплотную, взять на абордаж, победить числом солдат на борту. Представь испанского солдата на высокой палубе галеона. Он готов к рукопашной, у него меч, годы тренировки, кураж. Английские капитаны просто не дают ему шанса это использовать. Они держат дистанцию, маневрируют быстрее, бьют издалека и уходят, не позволяя себя схватить. Для этого солдата это, наверное, самое обидное чувство на войне. Ты полностью готов к подвигу, а его у тебя просто забирают, потому что правила боя уже изменились без твоего ведома. Кульминация наступает ночью, когда англичане пускают на испанский флот брандеры, пустые корабли, набитые порохом и смолой, без единого человека на борту. Испанские корабли стоят плотной группой на якоре. В панике капитаны рубят якорные канаты, чтобы не сгореть заживо, и весь строй разваливается сам собой. Ты думаешь, непобедимую армаду разгромили в решающем бою? На самом деле, большую часть кораблей Испания потеряла позже, в шторме, пытаясь обогнуть британские острова уже без всякого строя, просто толпой напуганных капитанов. Смотри, что изменилось по сравнению с Лепанто. Там пушка калечила отдельных людей на подходе к бою. Здесь она сделала бессмысленным целый склад доблести. Тысячи натренированных солдат с мечами, которых просто ни разу не подпустили на расстояние удара. Расстояние само стало оружием. Один параметр — дистанция — оказался важнее, чем личная сила каждого человека на борту. Это уже не трещина, это обвал старого способа воевать. Осталось увидеть, во что превратится новый. Ступень третья. Пушка забирает у человека самого себя. Еще 200 с лишним лет вперед. К началу 19 века пушечный корабль достиг вершины. Флагман адмирала Нельсона ХМС «Победа» нес 104 орудия. На нижней палубе служат расчеты с 6 матросов. Их пушка весит больше 3 тонн, тяжелее современного внедорожника. Каждые 1,5 минуты под грохотом и в дыму они банят ствол, заряжают, накатывают, стреляют и снова, без остановки, пока весь мир вокруг горит. Среди них мальчишки лет 12-14, пороховые обезьянки, которые бегом носят заряды из трюма наверх, потому что один медленный человек внизу означает молчание пушек наверху. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар. Нельсон повел свои корабли не вдоль вражеской линии, как требовала честь по всем канонам, а прямо поперек, чтобы разрезать строй противника пополам.
Пока британские корабли шли этим курсом, они не могли отстреливаться, а враг бил по ним в полную силу. Огромный риск, но именно он решил битву. В разгар боя мушкетная пуля с вражеской мачты попадает Нельсону в плечо и застревает в позвоночнике. Он умирает через несколько часов, лежа на собственной палубе, но перед смертью успевает узнать, что бой выигран. Ты думаешь, эту победу выиграл гений одного адмирала? Отчасти да, но выиграл ее еще и безымянный расчет из 6 матросов, который каждые 90 секунд на протяжении этих нескольких часов перезаряжал 3-тонную пушку, пока их капитан умирал у них над головой. Вот последняя ступень этой лестницы. У Сервантеса пушка забрала руку, у испанской армады смысл храбрости, а здесь, на пике своего развития, она забирает у людей то, что делает их людьми. Расчет Нельсона больше не воин, который решает, куда ударить. Он винтик в механизме, который заряжает и стреляет ровно раз в 1,5 минуты, потому что того требует машина у него под ногами. Мы увидели, на что способна деревянная пушечная платформа на самом пределе и чего она стоит людям на этой платформе. Следующий вопрос звучит почти как вызов. Если корабль превратился в идеальную машину для пушек, зачем он все еще сделан из горючего дерева? К середине 19 века логика боя была доведена до совершенства. Строй кораблей, огромные пушки, вымуштрованные расчеты. Но был один параметр, который никто всерьез не трогал – сам корпус. Март 1862 года. Южане перестраивают захваченный американский фрегат в бронированное чудовище – корабль конфедеративных штатов «Вирджиния». Она выходит к бою в Хэмптон-Роудс и за один день топит и повреждает несколько деревянных кораблей северян. Ядра просто отскакивают от ее брони. У северян нет времени на раздумья. Контракт на постройку принципиально нового корабля достается шведскому инженеру по имени Джон Эриксон. Условие простое и жесткое. 100 дней, иначе денег не будет. Представь его в эти 100 дней. За спиной провал прежних проектов, репутация под вопросом, а перед ним задача, которую никто до него не решал – построить низкий бронированный корпус с вращающейся башней вместо привычных бортовых пушек. Он успевает. Корабль Соединенных Штатов «Монитор» спускают на воду ровно в срок и почти сразу отправляют прямо в зону боевых действий. 9 марта 1862 года «Монитор» и «Вирджиния» сходятся в первом в истории бою 2 бронированных кораблей. Ядра бьют по металлу и оставляют только вмятины. Ни один корабль не может потопить другой. Бой заканчивается в ничью. Ты думаешь, раз никто не победил, значит это событие не так уж важно. На самом деле, именно этот безрезультатный бой в один день списал в утиль все, что мы только что видели. И Мэри Роуз, и Лепанто, и Трафальгар. Все эти истории про дерево, которое несет пушку и держится из последних сил. После 9 марта 1862 года каждый флот на планете понял: неважно, сколько у тебя пушек и насколько храбр твой расчет. Деревянный военный корабль устарел за один день. Вернемся туда, откуда начали. Мэри Роуз утонула не потому, что была слабым кораблем. Она утонула, потому что несла на себе больше огневой мощи, чем деревянный корпус мог выдержать безопасно. Это была не поломка и не случайность. Это была сама природа оружия, которое она несла. Через 300 с лишним лет та же самая проблема, только в другом масштабе, заставила инженеров вроде Эриксона отказаться от дерева вообще. Пушка дала кораблю невероятную силу. И она же шаг за шагом показала предел этой силы. Сначала утопив королевский флагман, потом лишив руки Сервантеса, затем заставив весь испанский флот бежать от пустых горящих кораблей, потом превратив адмирала Нельсона и его людей в единый механизм, который проигрывает капитана, но продолжает стрелять, а позже просто отскакивая от металла, как от стены. После пушки уже нельзя было сказать «мы в безопасности, потому что мы далеко». А совсем скоро выяснится, что нельзя будет сказать «и мы в безопасности, потому что мы из дерева». Что случилось с флотами, когда они массово перешли на броню, пар и башни? Это уже совсем другая история. И она, поверь, будет ничуть не менее жестокой к людям внутри этих кораблей. Подпишись, тут интересное об оружии.